Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение предмета естествознания. Тема нашего урока сегодня – воздушная оболочка Земли, атмосфера, движение воздуха, ветер. Сегодня на уроке мы познакомимся со строением атмосферы, узнаем, из каких газов состоит атмосфера Земли, определим значение атмосферного воздуха для жизни на Земле. Узнаем, что такое погода, а также поговорим о характеристиках погоды, температуре, влажности, облачности, скорости ветра, осадках. Сегодня разговор у нас пойдет об атмосфере. Атмосфера – это газовая оболочка Земли. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли. Изучением погоды занимается наука метеорология, а длительными вариациями климата – климатология. Атмосфера Земли возникла в результате выделения газов при вулканических извержениях. С появлением океанов и биосферы она формировалась и за счет газообмена с водой, растениями, животными и продуктами их разложения в почвах и болотах. Воздух – это естественная смесь газов, образующая земную атмосферу. Воздух просто необходим для нормального существования подавляющего числа наземных живых организмов. В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей, таких как пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения. Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды и углекислого газа. Атмосфера Земли состоит из 5 слоев. Тропосфера – самый нижний слой атмосферы, толщина которого над полюсами составляет 8-10 километров, в умеренных широтах 10-12 километров, а над экватором 16-18 километров. Стратосфера – это слой атмосферы, расположенный над тропосферой на высоте от 8 до 50 километров. Цвет неба в этом слое кажется фиолетовым, что объясняется разреженностью воздуха, из-за которой солнечные лучи почти не рассеиваются. Следующий слой атмосферы – это мезосфера. Это слой, расположенный на высоте 50-80 километров. Плотность воздуха здесь в 200 раз меньше, чем у поверхности Земли. Цвет неба в мезосфере кажется черным в течение дня, видны звезды. Температура воздуха понижается до минус 75, минус 90 градусов Цельсия. Экзосфера – это внешний слой атмосферы, расположенный выше 1000 километров. Этот слой еще называют сферой рассеивания, так как частицы газов движутся здесь с большой скоростью и могут рассеиваться в космическое пространство. Точный размер атмосферы неизвестен, так как ее верхняя граница четко не прослеживается. Однако строение атмосферы изучено достаточно для того, чтобы каждый мог получить представление о том, как устроена газовая оболочка нашей планеты. Ученые, изучающие физику атмосферы, определяют ее как область вокруг Земли, которая вращается вместе с планетой. Следует отметить, что атмосфера имеет очень большое экологическое значение. Она защищает все живые организмы Земли от губительного влияния космических излучений и ударов метеоритов, регулирует сезонные температурные колебания, уравновешивает и выравнивает суточные. Если бы
атмосферы не существовало, то колебание суточной температуры на Земле достигло бы плюс-минус 200 градусов. Итак, давайте еще раз посмотрим, каково же значение атмосферы. Атмосфера защищает Землю от солнечного и космического излучения. Атмосфера является условием существования живых организмов. Атмосфера защищает поверхности Земли от перегрева и переохлаждения. В атмосфере сгорают мелкие метеориты. Благодаря атмосфере существует круговорот воды в природе, так как вода, испаряющаяся с поверхности планеты в тропосфере, образует облака, которые отражают солнечные лучи и приносят атмосферные осадки. Сейчас озоновый слой в атмосфере разрушается под воздействием фреонов. Это химикаты, которые используют в холодильниках и аэрозолях. В определенное время года над Антарктидой появляется так называемая озоновая дыра. Это уменьшение концентрации озона в озоновом слое. Такие дыры возникают и в других местах, а это значит, что вредное ультрафиолетовое излучение достигает земной поверхности. Для чего изучают атмосферу? Важно знать состав воздуха, выявлять количество загрязняющих веществ, устанавливать погоду. Изучение атмосферы также важно для развития науки. Для изучения атмосферы используют метеорологические станции, метеорологические зонды, искусственные спутники, а также метеорологические ракеты. Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, а значит, пересесть из него просто некуда. Вот почему все жители планеты должны сообща спасать свой общий дом. Так говорил Антуан Экзюпери, а атмосфера является одним из защитных слоев. Итак, ребят, давайте еще раз посмотрим, каков состав воздуха. Итак, азота в атмосфере 78%, кислорода 21%, углекислого газа 0,3%, водяного пара и примесей 0,3%, озон и инертные газы, такие как гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, составляют 0,94%. Постоянство газового состава атмосферы – это основное условие для существования и развития жизни на нашей планете. Кислород в атмосфере нужен больше всего остального. Он необходим для дыхания человека, животных и растений. Кислород также широко используется и в хозяйственной деятельности человека. При сжигании топлива в двигателях автомобилей, самолетов, в печах электростанций нужен кислород. Автомобиль, проехавший 100 километров, потребляет кислорода столько, сколько используется одним человеком за 1 год. Представьте, сколько кислорода используется автомобилями, собранными по всему миру. А зеленые массивы, такие как леса, например, являются основными поставщиками кислорода на Земле. Поэтому берегите и приумножайте их. Итак, что такое погода? Погода – это физическое состояние атмосферы или климатической системы Земли в данной точке земного шара в заданный момент времени. Характеристики погоды – это температура, влажность, облачность, направление ветра, скорость ветра, количество осадков и другие. Температура – это состояние воздуха, определяющееся степенью нагрева или остывания. Жизнь человека, животных и растений на Земле тесно связана с температурой воздуха. Температура слоя воздуха
близкого к Земле, изменчива и определяет погодные условия. Температура воздуха определяется количеством тепла от солнечных лучей. Жара и высокая температура наблюдаются в районе экватора, а низкая – на полюсовых территориях. Самая холодная местность расположена в Антарктиде, на станции «Восток». Там в августе 1960 года зарегистрированы холода с температурой минус 88,3 градусов Цельсия. А самая жаркая местность располагается в Ливии, пустыня Аль-Азизия. Здесь в сентябре 1922 года температура воздуха повышалась до отметки плюс 58 градусов Цельсия. Почему меняется температура воздуха в атмосфере? За счет чего воздух то теплый, то холодный? Чем выше поднимаешься вверх, тем ближе к Солнцу. На вершине должно быть теплее, чем у подножья. Но чем выше, тем холоднее. Почему? Солнечные лучи проходят сквозь атмосферу, не нагревая прозрачный воздух. Солнце нагревает поверхность Земли, а от поверхности нагревается и воздух. Теплый, нагретый от почвы воздух поднимается вверх, слои воздуха перемешиваются. Рассмотрим последовательность нагрева воздуха. Итак, лучи Солнца, поверхность Земли, воздух. Температуру воздуха измеряют при помощи термометра. При подъеме вверх на каждый 1 километр температура воздуха понижается на 5-6 градусов Цельсия. Этим можно объяснить вечные ледники на вершинах высоких гор. Из-за низкой температуры воздуха выпавший зимой снег на высоких горах летом полностью не тает. Граница, над которой вечно лежит снег, называют снеговой линией. Эту линию мы можем заметить в конце лета на вершинах высоких гор. Эта линия отделяет часть гор, покрытых растительностью, от части, на которой лежат белоснежные ледники. В разных районах земного шара снеговая линия проходит на разной высоте. В очень жарких и засушливых местах она располагается высоко. Например, в Тибетских горах на высоте 6000 метров, в горах Центральной Азии на высоте 4500–5000 метров, в горах Кавказа на высоте 3500 метров. Также важными характеристиками погоды являются количество осадков, влажность и другие. Для определения количества осадков используют прибор осадкомер. А вот гигрометр – это прибор для измерения влажности воздуха. Облачность – это состояние неба, характеризующееся наличием и различными видами облаков. Посмотрим основные явления. Итак, переменная облачность, сплошная облачность, перистые облака, слоистые облака, кучевые облака, слоисто-дождевые облака, грозовые облака. Чаще всего мы обращаем внимание на облака только тогда, когда они влияют на погоду в нашем городе или когда они украшают закат. Но вы, возможно, не знаете, что облака влияют на нас каждый день, даже тогда, когда над нами ясное голубое небо. Облака, которые видны нам из окон, это важные составляющие сложной глобальной погодной системы. Они играют ключевую роль в круговороте воды в природе, поскольку несут огромные запасы пресной воды и сбрасывают ее на Землю в виде осадков. В зависимости от своих свойств, от того, где и когда они образовались, облака могут оказывать значительное влияние на климат нашей планеты. Они могут стать причиной потопов и засух, а также изменять температуру на нашей планете. Поняв, как устроены облака, мы сможем лучше предсказывать ужасные ураганы, прогнозировать глобальное распределение пресной воды и даже изменение климата.
Но что такое облака и как они образуются? В основе всех облаков лежит один и тот же главный компонент – вода. Они состоят из капель воды или кристаллов льда, образовавшихся вследствие испарения воды в атмосферу. Хотя вы этого не видите и не чувствуете, но в окружающем нас воздухе всегда есть вода, даже в самый ясный летний день. Вода поступает в воздух благодаря испарению, процессу, при котором молекулы воды покидают поверхность океана, озера или почвы, а также вследствие транспирации, выделения воды растениями. Когда Солнце нагревает поверхность Земли, тепло поднимается в атмосферу вместе с водными испарениями. Чем теплее воздух, тем больше влаги он может вместить. Но теплый воздух редко задерживается у поверхности. Как наполненный горячим воздухом шар, он поднимается вверх. Но по мере подъема воздух охлаждается. Чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может удержать. Если он охлаждается до определенной температуры, возникает эффект пересыщения, при котором часть влаги возвращается в жидкое или твердое состояние. Молекулы воды в водяном паре окружают мельчайшие частицы пыли, замерзшей морской соли или другие частицы, возникшие вследствие загрязнения воздуха. Эти частицы называются ядрами конденсации. Вокруг них начинают формироваться водяные капли или ледяные кристаллы. Когда этот последний этап повторяется миллиарды раз, находящаяся в атмосфере вода становится видимой, рождается облако. Таким образом, облако состоит из множества мельчайших капель или ледяных кристаллов. Они, в свою очередь, могут сливаться в капли или кристаллы большего размера. И как только капли или кристаллы достигнут такого размера, что не смогут удерживаться в атмосфере, они выпадают на Землю в виде дождя, снега или града. Таким образом, вода возвращается на Землю, туда, где она изначально возникла. Итак, давайте подытожим, что же такое осадки. Осадки – это вода, выпадающая в атмосфере из облаков или воздуха. Чем различаются осадки? Из облаков при определенных условиях выпадают дождь, снег, град. В случае резкого похолодания из воздуха начинается выпадение таких осадков, как туман, роса, а при отрицательных температурах – иней, изморозь. В жаркие летние дни водяной пар может подняться в высокие атмосферные слои, а там и летом бывает холодно. Из-за того, что на слишком большой высоте температура воздуха бывает очень низкой, капли воды замерзают. Падая на землю, они встречаются с каплями воды и превращаются в ледяные шарики. Иногда довольно крупные, величиной с куриное яйцо. Это град. Град опасен для поливных посевов, цветущих абрикосов и яблок. Это стихийное бедствие встречается часто в Кыргызской республике. Снегопад. Если водяной пар конденсируется близко к поверхности Земли, то в таком случае сконденсированные водяные капли или ледяные кристаллы образуют туман или иней. Туман в природе появляется только в тех местах, где в воздухе много водяных паров. Над рекой, болотами, в низменностях появляются тонкие белые слои тумана. Туман встречается и в городах. Летом туман наблюдается прохладной ночью или ранним утром. Туман приносит много вреда. Когда накрывает туман, видимость на дорогах ухудшается, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Туман затрудняет работу аэродрома, передвижение поездов и автомашин. Вечером или рано утром в летнее время при охлаждении воздуха на поверхности Земли появляется роса. Это водяной пар, находящийся в воздухе при охлаждении. Он оседает на траве, листьев в виде мелких капель. Кто из вас видел ветер? Конечно же, никто. Он невидим и чист, но мы чувствуем поток ветра телом, замечаем по шелесту листьев, по плавному раскачиванию деревьев. Ветер – это движение воздуха в горизонтальном направлении.
Человек издревле использовал ветер. Посмотрите на ветряные мельницы или на парусные суда. Ветер бывает разным по направлению. Бывает северный, южный, западный, восточный. Определить направление помогает флюгер. Это прибор, показывающий направление ветра. Сила ветра бывает разной. Силу ветра принято обозначать через баллы. 0 баллов – это безветрие или штиль. 1-2 балла – это дым, выходящий из трубы, наклоняется в одну сторону. Шелестят листья деревьев. 3-4 балла – качаются мелкие ветви деревьев, поднимается пыль. 5-6 баллов – качаются толстые ветви и верхушки деревьев. На поверхности воды появляются волны. 7-8 баллов – гудят электрические провода, ломаются сухие ветви деревьев. 9-10 баллов – ветер срывает шифер с крыш и кирпичи с дымовых труб домов. Деревья вырываются с корнями. Такой ветер называется штормовым. Он поднимается высоко и поднимает волны на море и сильно качает корабли. Выше 12 баллов – это ураганный ветер, который срывает крыши домов, поднимает в воздух доски, разрушает мосты и дамбы. Итак, давайте посмотрим картинки. Ураган, а это бриз. Это ветер, который меняет направление 2 раза в день. Торнадо – это ураганный ветер Северной Америки. Самум – это сухой, жаркий, сильный ветер пустынь в Африке. Муссон – это устойчивый, периодически меняющий свое направление ветер. Летом с моря на сушу, зимой с суши на море. А пассат – это постоянный ветер, дующий в сторону экватора. Сильные ветры обычно приводят к различным экономическим видам ущерба. Человек и сегодня использует ветер для своих нужд. Например, ветровые электростанции вырабатывают электрическую энергию. Познакомимся со следующими явлениями. Гроза – это атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, молнии, сопровождающиеся громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усиленным ветром. Молния – это гигантский электрический искровой заряд в атмосфере. Обычно может происходить во время грозы, проявляющейся яркой вспышкой света и сопровождающим ее громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Ток в разряде молнии достигает от 10 до 100 тысяч ампер. Напряжение миллионы вольт, иногда достигает 50 миллионов вольт. Тем не менее, погибает после удара молний лишь 47,3% людей. Итак, ребята, сегодня на уроке мы познакомились со строением атмосферы, увидели, из каких газов состоит атмосфера Земли, определили значение атмосферного воздуха для жизни на Земле, увидели, что такое погода, поговорили о характеристиках погоды, температуре, влажности, облачности, скорости ветра, осадках. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята!